Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня хочу сделать такую тему. Стоит ли мне менять мое место работы? Так, сначала посмотрим вас. Так. Еще одну карту и еще одну. Итак, у вас перемены идут большие в жизни, и связаны они с чем? Связаны с вашей личной жизнью. Здесь мужчина в вашей жизни, такой очень энергичный, очень интересный, очень общительный, очень живой человек. Ну, может быть, он и огненного знака зодиака, то есть Стрелец, Овен и Лев. Вот. И вот в связи с ним у вас идут перемены. То есть этот человек, когда появился, либо появится вот скоро в вашей жизни, с ним придут и изменения в вашу жизнь. То есть они придут во многих сферах. И то есть личная жизнь изменится, вообще войдет в другое русло. И изменятся ваши какие-то желания, стремления в финансовом плане. Да, у вас идет перемена места. И здесь у вас такой вот еще момент. Перемена места, знаете, какая интересная? Она связана с тем, ну, у кого-то это может быть, как поиграться, у кого-то это может быть, что вы уйдете со своего прошлого места работы, и у вас здесь идет через мужчину финансы, достаток в доме. То есть здесь идет еще и десятка кубков, то есть кто-то выйдет замуж, либо уже сойдутся, серьезно будут жить вместе, и человек просто скажет: хватит уже работать, сиди дома, хочу, чтобы ты домом занималась, да? То есть вот тебе деньги, пожалуйста, сиди и не переживай о финансах. У кого-то это может быть еще как. Здесь у кого-то еще идет такой вот посыл, что появится человек, мужчина, либо это будет какая-то новая идея в бизнесе, допустим. Может быть, что у вас появится какой-то новый партнер. Либо человек вам предложит совершенно что-то новое, чем вы раньше никогда не занимались. К этому человеку можно прислушиваться, он достаточно такой, ну, он умный, он очень все досконально прочитывает, каждый ход. То есть, если он вам что-то предлагает, то это обоснованная какая-то идея. То есть, он об этом очень много раз подумал, он все взвесил, все за и против. Стоит ли вам вообще чем-то заниматься? И да, вот та идея, либо то направление, которое он вам может подсказать, либо куда он вас позовет, оно очень благоприятно для вас скажется. То есть вы там получите больше и в плане финансовом, и ну, вообще, и там будет очень хороший коллектив, который вам понравится. То есть очень благоприятная перемена, да? Но она такая, знаете, будет очень сложная. В каком плане? То есть, чтобы вам уйти с вашего нынешнего места работы и просто взять его так кардинально все поменять, ну, для кого-то это вот прям сложно очень дастся, придется там где-то и, может быть, обмануть, что вы заболели и прочее, потому что на вашей прошлой работе, возможно, вот будет такой конфликт, что вас либо не отпустят сразу, либо скажут: давай отрабатывай там, либо просто скажут: жди, пока найдется человек на замену тебе, и уже потом можешь уходить с работы. Так, что еще? Что еще здесь интересного с вашим местом работы? Это может быть финансовая сфера, то есть экономисты, кто-то может быть в банк, да, устроиться на работу. То есть это не гуманитарная сфера. Юриспруденцию здесь не вижу.
Либо еще, знаете, здесь такое, если вы, например, наоборот, вы работали там, экономистом или бухгалтером, у вас здесь идет и еще такой момент, у некоторых может отыграться, да, что вы наоборот просто полностью измените работу. Кто-то будет работать с детьми, вот кого-то здесь я вижу пригласят, может быть, пригласят работать с психологом. То есть если у вас есть такие задатки психолога, если вы очень общаетесь, любите общаться с людьми, с детьми, то вы можете спокойно поменять свое место работы, например, в банке, на такую более спокойную работу. Ну, как спокойную, вся работа, она всегда требует очень большого внимания, да, и контроля. А здесь у вас идет такое, что вы можете работать психологом. То есть вы располагаете к себе людей. Либо вы, может быть, даже будете работать нянечкой. Или нянечка, ну, няней в смысле в частном порядке, да, у кого-то няней, например, смотреть за ребенком. Либо психологом детским. Здесь именно вот такой вот, знаете, детский такой посыл идет, то есть с детьми, работа с детьми. Возможно, в школе какая-то работа там психолога. Так, что еще интересно? Ну, это будет такое, знаете, совершенно новое, очень интересное направление, о котором вы даже, может быть, и вообще и не думали, потому что то, как раньше вы себе представляли жизнь, как вы, ну когда человек входит в определенный режим, да, своей жизни, он уже не смотрит, многие не смотрят, да, и не думают о том, что можно вообще поменять кардинально, полностью свою жизнь. И для многих это очень страшный такой вот момент получается, то есть бояться изменений. Бояться не надо, у вас сейчас такой очень благоприятный период, вам встретятся очень позитивные люди, надежные, знающие свое дело, да, и если вам что-то предложат, такое, о чем вы даже бы не подумали, соглашайтесь, потому что сейчас это такой самый момент благоприятный для вас. Так, что еще? Здесь, кстати, у некоторых идет такое, что из-за того, что вы, может быть, захотите сменить место работы, возможны конфликты в доме. То есть ваша вторая половинка, либо это могут быть родители, если вы живете брат, сестра, то есть ваши родные, мужья, жены, они могут быть против этого. То есть почему? Потому что уклад жизни уже определенный, ничего менять не хочется, вроде как бы и здесь, ну, зарплата и зарплата, то есть вы работаете, уже есть, вы знаете, что завтра вы пойдете на работу, а вот это ваша, прошу прощения, а вот это ваша перемена в жизни, да, то есть, что вы захотите что-то изменить, она воспримется в штыки в вашей семье. Потому что скажут, зачем тебе это надо. Кстати, не у всех. У некоторых это наоборот, люди скажут, ну, ваши родные скажут, что да, давай быстрее, это надо было сделать очень давно, потому что денег недостаточно, каких-то развития по карьерной лестнице у вас здесь, ну, вот на вашей работе нынешней, не наблюдается. То есть там есть возможность расти дальше, расти выше. Всегда нужно стремиться к тому, чтобы расти, развиваться. Вот. Так, что еще скажу? Еще у кого-то здесь может быть такой момент, что вы, если вы одиноки, то вы на своей работе, когда у вас включится вот эта новая волна, новая струя в жизнь войдет, то есть свежий такой ветерок, да, в воздух, то есть у вас пойдет свежая энергия, и она принесет с собой для одиноких знакомство, если это девушка не замужем, да,
знакомство новое с мужчиной. И мужчина такой будет, знаете, очень интересный. В каком плане? Он очень светлый, очень добрый человек, мягкий по характеру. И, ну, он вроде как и мягкий, да? Но в то же время он очень правильный где-то, да? И вот эта его правильность, то есть его чувство такое, ну вот он все делает по правилам, он не будет отступать, он где-то даже принципиальный, да, в какой-то степени. Но вот этот человек, он принесет вам изменения и в личной жизни, и вообще поменяет, можно сказать, и ваше сознание, да. Для кого-то, вот здесь у меня даже два варианта выходит, для кого-то встреча вот с этим человеком, она изменит вообще характер даже. То есть, если вы были очень мягкие, вы станете пожестче, вы будете более целеустремленные, вы будете такой женщиной, знающей себе цену и знающей, что ей надо. То есть у вас будет цель в жизни, появится цель определенная, которую вы захотите достичь, вот прям во что бы то ни стало. Это хорошая перемена. У кого-то здесь выйдет еще такой момент. Вот этот человек, с которым вы познакомитесь, да, поменяв место работы, будьте осторожны, потому что сам он любит погулять. У кого-то будет такой человек встретиться, да? Он любит погулять, выпить, отдохнуть. Это хорошо, когда человек знает, когда ему надо отдыхать. Но в вашем случае будьте осторожны, потому что в вашем случае может быть такое, что вы уже вот эту грань, когда можно и нельзя, вы ее переступите, и просто это будет такой перебор. Будьте внимательны. То есть можно отдыхать, но везде нужна мера. Ни в коем случае не надо вот из крайности в крайность подать, либо прям работать, а потом все, надоело работать, буду только гулять, отдыхать. Нет, везде должна быть такая грань определенная в жизни. То есть поработал, можно немножко отдохнуть, но немного отдохнуть. Не надо вот это в загул уходить, потому что это в любом случае ничего хорошего никогда не приносит. Вот такие вот загулы, когда вы, очертя голову, там бежите, несетесь отдыхать, гулять, отрываться на полную катушку, они не приносят нужных вот этих положительных эмоций. После вот такого разгульного, вот этой какой-то стадии, когда ты без контроля себя вот пускаешь во все тяжкие, потом настает момент, когда ты должен уже брать ответственность за свои поступки, которые ты совершил в этот период. Ну, чтобы вот такого не происходило, всегда знайте меру. Чтобы вы понимали, что делать надо, как надо делать и когда. И так, еще добавлю. Мужчина, который вам поможет, да, который вас подтолкнет, у кого-то это будет, что он пригласит на работу. Вот здесь вы с ним должны быть очень внимательны и осторожны, потому что человек будет за вами присматривать, и если он в вас разочаруется, то долго вы на этой работе, на новой, не продержитесь. То есть, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы поменять свой уровень и подняться немножечко выше, будьте внимательны, будьте сосредоточены на работе. То есть, пока вы не войдете в русло в рабочее, в новый режим, не надо расслабляться. И еще здесь такой момент. Работа, она очень такая перспективная, хорошая, да? Но здесь есть свои трудности. Она вам принесет много хорошего в вашу жизнь, да, внесет. То есть вы вступите в
такое, в новое русло. И чтобы правильно в это русло войти, чтобы фортуна к вам лицом повернулась, чтобы ваша темная полоса черная закончилась наконец, да? У кого-то, если были долги, либо кредиты, когда вы не могли там что-то выплачивать, вот это для вас толчок, что для вас это новый виток в жизни, стимул для того, чтобы наконец-то распрощаться вот с этим периодом и пойти, да, в хорошую жизнь. Надо очень много работать, у вас будет сложно немножечко, вам сначала будет сложно месяца, наверное, 2-3, я бы даже сказала, вот 3 у меня вертится в голове, да, то есть информация такая идет. Возможно, вам сначала некоторым есть такое, сложно будет притереться на работе с новым коллективом, не все вас примут прям так хорошо, придется привыкать, притираться, показать, какой вы работник, да, чего вы стоите на самом деле, завоевать уважение, да, и доверие, чтобы вам доверяли в каких-то таких сложных ситуациях. Вам придется доказать, что вы этого стоите, а у вас очень большой потенциал, поэтому не бойтесь перемен. Не переживайте, если что-то такое происходит в вашей жизни, не бойтесь этого. Если вам жизнь дает какие-то изменения, в вашу жизнь приводит людей каких-то новых, не бойтесь этого, не бойтесь меняться, потому что всегда, в любом случае, если положительная перемена, то есть переезд, перемена места работы, может быть, кто-то вас куда-то там приглашает, да, может быть, это будет даже работа, кстати, с командировками. Не частыми, но командировки у некоторых будут, да. Будет такая работа с разъездного характера. Не бойтесь этого. Это в любом случае вам принесет только положительные моменты. Да, сначала будет сложно, да, тяжело, да, придется где-то подстраиваться, может быть, где-то немножечко прижать свой характер. Но вы должны понимать, что это все для того, чтобы вы вступили в новый, хороший этап для вас. Для вас это только положительное все несет. Так, ну и совет карт. Совет карт. Смотрите, будьте очень внимательны в тратах. Когда у вас идут перемены, и когда вы, например, да, поменяете все-таки место, решитесь поменять место работы, будьте очень осторожны. Не тратьте сразу все деньги, которые вы начнете зарабатывать. Будьте очень внимательны, хорошо распределяйте свои финансы. То есть, если люди, уже привыкли, да, распределять бюджет, это очень хорошо. Некоторые люди не могут этого делать. Научитесь составлять список, что вам надо, что не надо, на какие продукты надо сейчас потратить деньги, на какие не надо. То есть, вам сейчас, вот в эти 2 месяца, в 3 месяца, надо очень внимательно распределить свой бюджет, не растрачиваться просто так. То есть, откладывайте деньги на накопление. И тогда у вас ваша вот эта темная полоса, она пройдет. И у вас наступит очень хороший период, приятный, когда вы уже сможете наконец-то вздохнуть свободно и заниматься своими делами. То есть у вас появится возможность выезжать куда-то отдыхать. Если вы очень много работали, то есть у вас появится с этой новой работы, с новой возможностью время на себя. Ну, естественно, после того, как вы уже начнете вкладываться в это, да, чтобы у вас появилось это время. Двигайтесь вперед, не стойте на месте. Стоять на месте нельзя. Когда ты стоишь на месте и ничего не делаешь, тебе высшие силы тебе не дают вот эту возможность. Если они видят, что вы стремитесь к чему-то хорошему, если вы правильно распределяетесь своим временем, своими деньгами, общаетесь с правильными, нужными людьми, то есть убираете из жизни ненужных людей, ненужные траты, пересмотрите свой бюджет, то есть пересмотрите свои расходы и свои доходы. И тогда вы, тогда вы сами поймете, на что вы тратили большое количество денег,
там, где можно было и где-то сэкономить, да. Вот такой сегодня у нас расклад. Итог того, стоит ли вам менять работу. Работу менять стоит. Поэтому вам говорят, что вам надо двигаться, двигаться, двигаться вперед. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всем любви, удачи. Стремитесь вперед, не стойте на месте. Всего хорошего, до свидания.